Добрый день, дорогие друзья. Очень часто женщины спрашивают, что нужно сделать, чтобы успешно зачать, выносить и спокойно родить ребенка. Ну, на самом деле, в общем-то, здесь сложного ничего нет. Естественно, что для того, чтобы у вас был здоровый ребенок, ну, в первую очередь нужно зачинать в хорошем состоянии. То есть и папа, и мама будущие должны быть здоровыми и должны быть, ну, условно говоря, чистыми. Да? То есть ни в коем случае не надо зачинать в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае не надо зачинать после того, как вы чем-то отравились, там, что-то перенесли, какое-то заболевание и так далее, и так далее. То есть в период зачатия оба родителя, будущих родителей, должны быть здоровы. Вот. Это первое, самое главное условие. И второе, конечно, поскольку 9 месяцев вынашивать и потом рожать ребенка нужно будущей маме, вот, естественно, что и она должна быть здорова, во-первых, она должна быть чистая, во-вторых, то есть желательно провести чистку кишечника и всю накопившуюся в кишечнике грязь убрать. Лучше это делать не как у нас это принято там с помощью слабительных, чтобы вызвать понос. Вот, там при поносе кишечник не чистится. А лучше всего почистить кишечник, как я уже много раз говорил, тонкую кишку сорбентом, а толстую клизмой. Конечно, не один раз, но если хотя бы там на протяжении 2-3 месяцев это делать, то реально вы приведете свой кишечник в порядок. Да? И, соответственно, уже заранее как бы гарантированно ребенка избавите от возможного возникновения всевозможных аллергических реакций, диатезов. Вот. Это уже будет хорошо, ваша подготовка. И второе, конечно, что нужно сделать, помимо того, чтобы быть здоровой и чистой, нужно еще, чтобы таз был в хорошем состоянии. Да? То есть, соответственно, поделать растяжки на основные мышцы тазу. Это ягодичные мышцы и подвздошно-поясничные мышцы. Вот. И передняя, задняя поверхность бедра. То есть, вот эти вот растяжечки тоже несколько месяцев поделать, чтобы привести кости таза, во-первых, выровнять его, если они смещены, а во-вторых, привести в достаточно хорошее подвижное состояние, чтобы не только выносить можно было ребенка, но и спокойненько, без проблем родить, не прибегая к кесаревому сечению. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. Вот. Ну и, конечно, желательно бы после того, как роды состоятся, буквально сразу же, вот, ну, хотя бы на протяжении 1-2 дней после родов обратиться с ребенком к остеопату, чтобы он поправил головку. То есть в остеопатии есть такая техника, называется краниотерапия, которая позволяет восстановить правильное соотношение костей черепа. Вот это надо сделать как можно быстрее после родов. Вот. Чтобы в дальнейшем у ребенка не было этого черепного сколиоза и каких-то других проблем, которые связаны с ненормальными условиями работы головного мозга. Вот, дорогие друзья, что в основном нужно знать и что нужно сделать для того, чтобы зачать и родить здорового ребенка. А как в норме, до какого возраста нормально и естественно проявлять половую активность и от чего, соответственно, оно зависит? Чем можно повысить ее, чем наоборот нарушить? Кстати, на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар. Вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть. Там я рассказываю все еще более подробно. На самом деле все гораздо проще, чем люди думают. Почему? Объясняют. Есть мужчины, есть женщины. Задача женщины родить ребенка. Да? Рожает она ребенка, естественно, от мужчины. Вот. Но для того, чтобы ребенок родился нормальным, полноценным, женщина должна его выносить. Вот, поэтому естественно, что с возрастом организм женщины становится не способен нормально, полноценно выносить ребенка. Поэтому у женщин существует ограничения периода детородности, то есть ограничение периода, когда она может рожать. Поэтому и существует вот этот самый климактерический период, когда женщина перестает, у женщины в яичнике перестают вырабатывать яйцеклетки. Все, то есть она доходит до какого-то уровня, и все, дальше уже нельзя, женщина не может забеременеть. А у мужчин вот этого возраста как такового нет. Почему? Потому что задача мужчины, половых
желез мужчины выработать сперматозоиды, которые уже могут оплодотворять яйцеклетки. Вырабатываются сперматозоиды в яичках у мужчин. Яички вынесены наружу. Поэтому я уже говорил, что нарушить функцию яичников гораздо проще и гораздо легче, чем нарушить функцию яичек, потому что яички вынесены наружу. Им проще нарушить, то есть сложнее нарушить их работу. Вот. Поэтому у мужчин и работа яичек, яички работают гораздо дольше, чем яичники у женщин. Это первый фактор. Второй фактор. От чего это все зависит? Это все зависит от того, сколько у мужчины мужской энергии. То есть мы говорили, что и у мужчин, и у женщин есть энергия инь женская и энергия ян мужская. Но естественно, что у женщины должна доминировать женская энергия, а у мужчины должна доминировать мужская энергия. Но хитрость в том, что у нас практически все в нашем теле завязано на соприкосновение и на взаимную работу вот этих двух энергий, инь и ян. И очень многие заболевания возникают как раз при вот этом энергетическом дисбалансе. И поэтому естественно, что если у мужчины по какой-то причине начинает доминировать иньская энергия, вот, а бывает это только тогда, когда нарушена выработка янской энергии, то тогда у него естественно будут возникать проблемы и с сексом, и с половыми функциями. То есть, в частности, не будут дозревать сперматозоиды, будет недостаточная выработка сперматозоидов и так далее, и так далее, и так далее. Активируется энергия ян с помощью напряжения мышц спины. Если вы ляжете на живот и прогнетесь назад, руки, ноги и голову приподнимете и задержитесь в этом положении 20-30 секунд, напрягая спину, то таким образом вы янскую энергию будете активировать. Вот самый простой способ активации вот этой мужской янской энергии. Но надо не забывать, что у мужчин, в отличие от женщин, функция не только в том, чтобы выбросить свою сперму в женщину, да? Функция еще в том, чтобы это происходит только тогда, когда осуществляется эрекция полового члена. И вот здесь вот чаще всего проблемы у мужчин возникают не в том, что у них недостаточно сперматозоидов, а в том, что у них понижается эрекция. А вот эрекция зависит не от возраста и не от того, сколько сперматозоидов у вас выработано. Эрекция зависит от совершенно других моментов, о которых, к сожалению, даже врачи-сексопатологи не знают, потому что их этому не учат. Вот. А причина очень простая. Что такое эрекция? Эрекция – это набухание специальных так называемых кавернозных тел. То есть в половом члене есть кавернозные тела. Это емкости, в которые должна входить венозная кровь. Вот когда кавернозное тело наполняется венозной кровью, получается эрекция, половой член увеличивается. Да? Вот. И после того, как вот он увеличился, должно произойти сжатие сфинктеров этих кавернозных тел, чтобы венозная кровь, которая туда попала, чтобы она не выходила оттуда. И венозная кровь там держится, и тогда эрекция, соответственно, сохраняется. И тогда в таком состоянии с полноценной нормальной эрекцией мужчина уже может совершить половой акт и совершить эякуляцию, то есть выброс семени, выброс сперматозоидов. Вот как это все в норме происходит. Вот. От чего зависит полноценность эрекции? Банально просто от напряжения мышц промежности. Вот как мы говорили, что проблема с простатой возникает при избыточном напряжении мышц промежности, точно так же мужчины часто начинают бегать в туалет ночью из-за того, что перенапряжена промежность, напряжены мышцы промежности. И точно так же нарушение эрекции возникает тоже при напряжении мышц промежности. Почему? Элементарно просто, потому что вот сфинктер этих самых кавернозных тел находится как раз в промежности. И когда мышцы промежности напрягают, они как бы растягивают и, условно говоря, расслабляют вот эти сфинктеры кавернозных тел. И, соответственно, кровь вроде как бы наполнилось кавернозное тело кровью, вот, а поскольку сфинктер-то не держит,
он слабенький, она тут же и уходит. То есть эрекция произошла и тут же ослабла. Да? То есть там минуту, полторы-две, и все, и эрекция пропадает куда-то. Вот самая частая проблема, которая возникает у мужчин в возрасте. Но она зависит не от возраста, а от того, что никто ему не рассказывал, что нужно расслаблять свою мышцы своей промежности. Вот. И если мужчина начинает делать статические растяжки, там, поперечный шпагат с переносом веса тела на живот, то он банально за 2-3 недели эту проблему у себя решает. И перестает ночью вставать в туалет, вот, и эрекция у него нормально и полноценна. Вот как просто все решается. Поэтому у мужчин основная проблема не в том, что им там сколько-то лет, и поэтому они не могут нормально провести половой акт, а проблема в том, что они накопили напряжение своих мышц, и никто им не рассказал, что именно вот эти половые проблемы, они связаны именно с этими напряжениями. Вот, дорогие друзья, как вы сами легко в любом возрасте можете стать отцом, даже если вам уже за 100. Препараты Виагры принимать смысла нету по одной простой причине. Очень большая интоксикация, и очень хорошо они повышают давление. И чисто статистические данные говорят о том, что после приема Виагры в достаточно большой процент мужчин просто умирает от инсульта, от геморрагического инсульта, потому что эти препараты, они созданы таким образом, что они воздействуют именно на кровеносное русло. Они не убирают причину, они просто создают повышенное давление. Вот, и очень много смертей после приема препаратов Виагры. Вот, поэтому гораздо правильнее, гораздо лучше не убивать себя, а убрать причину и стать полноценным нормальным мужчиной, убрав причину проблемы. Вот и все. И, друзья мои, если вы хотите быть здоровым в любом возрасте, пожалуйста, смотрите, переходите по ссылке в описании к этому ролику.